подтвержденный, наверное, подтвержденного факта. И мне бы хотелось сегодня дать вам техники снятия порчи. Что такое порча? Это когда один человек что-либо делает с одеждой при помощи взгляда, при помощи пожелания, при помощи определенного обряда или даже с помощью создания фигуры какой-либо и наводит колдовство на другого человека, создавая у этого человека страдания душевное, духовное, а также физическое. То есть можно сказать, что целью такого влияния является заставить другого человека страдать, испытывать боль. Что я бы хотел вам предложить? Как необходимо снимать порчу с себя и что необходимо делать? Итак, для этого необходимо знать, что порча обычно определенным образом цепляются к человеку. Существует 6 точек, куда цепляются порчи, и они обычно находятся в 6 одних и тех же местах. Первое место – это верхняя часть головы, второе место – левое плечо правое, пятое место – правое бедро, левое бедро, и шестое место – это место между стопами в тот момент, когда человек стоит. Таким образом, условно это выглядит как 6 точек, образующие шестиконечную звезду, гексаграмму, пентакль. В этих местах привязываются на энергетическом плане некие крючочки и на человека цепляются. Через эти крючки у человека собираются элементы воровства или обмена, некие энергетические провода, которые разрывают человека, тянут в разные стороны. И элементом такого влияния являются вот такие наведенные там наузы, это там кольца, на которые навязываются определенные перья, или там сворованная одежда, или еда, или там какой-то обряд, который был проведен с вами, там, и так далее, начитанные слова и так далее и тому подобное. Так вот, абсолютно любая порча снимается в любое абсолютно время. И как это делается? Необходимо совершенно конкретно в этих 6 местах приставить крючки, на которые одеты карабинчики и с проводками. Вы должны представить, будто вы с каждого места снимаете карабинчик с проводком, со всех 6 мест, которые есть, снимаете это все, выкручиваете эти крючочки, мысленно представляете, будто вы из груди достаете чашу, кладете туда данные 6 крючков и произносите следующие слова. Я призываю тех, кто сделал мне порчу. Вы хотели моей боли, я вам ее отдаю. И представляете, будто эти люди или этот человек лежит на земле с открытым ртом, а у вас в чаше вашей находится кровь или красное вино. Представляете, будто все это растворяется и выливаете в рот того человека, которого вы представляете, представлять в виде лица определенного, того человека, которого вы знаете, не нужно. И представляете, будто вы выливаете или опрыскиваете этого человека данным вином. Говорите, это моя боль, представляя, будто вся ваша боль, которая у вас есть, вы ее собрали. Это моя боль, которая возникла за счет невезения, за счет колдовства и магии. Я ее отдаю тем, кто от меня этой боли хотел. И выливайте. После чего необходимо сказать не менее 100 раз слова «Тидой дурак» и «Тидой дурак». И после чего обвести себя указательным пальцем и нарисовать с 6 сторон своего тела, с 8 сторон своего тела обычные кресты со словами «Ом Ахум Хахохри». Таким образом проводится обряд. Что происходит после окончания данного обряда? В случае, если ощущение такого нападения происходит и дальше, и вы ощущаете дальше, то, скорее всего, это связано с какими-то физиологическими расстройствами. В случае, если вам становится лучше после таких обрядов, вам необходимо обязательно кому-либо что-либо сделать хорошее. То есть накормить голодного человека, накормить или дать кому-либо небольшое количество пожертвований и так далее. Таким образом человек избавляется
одноразово, за один раз от порчи, сглаза, приворота и так далее. Не все так однозначно на самом деле, но один из этих способов я хотел им с вами поделиться. Если вам интересны дальнейшие мои темы, которые связаны вот с такой магией, я готов продолжить, и все зависит вот от чего. Если прямо сейчас вы под данным видео оставите свой комментарий, а также напишите свою историю исцеления и избавления от порчи с глазов, проклятий, то, возможно, при набирании большого количества просмотров я запишу второе видео, которое будет посвящено вопросам, которые касаются эзотерики, магии и паранормальным, наверное, элементам влияния на другого человека.